Привет, с вами Дима Лето, и мы сегодня поговорим, что такое анти-детект браузер простыми словами. Вообще, для чего используют анти-детект браузер? Это для подмены, либо скрывать цифровой отпечаток пользователя в браузере. Потому что другие браузеры собирают очень много о нас информации, такие как IP-адрес, часовой пояс, модель устройства, расширение и так далее. Короче, там очень-очень много всего, и для того, чтобы это скрыть, а некоторым людям из нас это нужно, то мы используем все анти-детект браузер. В каких сферах вообще используют у нас анти-детект браузер? Это, к примеру, используют арбитражники, в том числе и я, потому что я запускаю трафик с многих аккаунтов по Фейсбуку, TikTok в свое время запускал, используют ребята в Гугле, когда запускают рекламу на разные схемы. Также крипта, SMM, если пользуетесь многими аккаунтами. Короче, практически везде нужно. И УБТшники тоже в этом плане используют, те, которые добывают условно бесплатный трафик. Ну, также его используют для мультиаккаунтинга, то есть заходить с нескольких аккаунтов в разные сервисы, если это запрещено, и обход ограничений. То есть, если вы не можете зайти, к примеру, в ИИшку какую-нибудь, то используете анти-детект браузер, используете прокси, и вперед из песни у вас показывается, что вы, к примеру, не с Беларуси, а с Германии. На протяжении 5 лет, как я занимаюсь арбитражем трафика, я использовал разные анти-детект браузеры, но сейчас остановился на одном и хочу сделать для вас полноценный обзор и порекомендовать его, потому что, на мое мнение, лучшего на рынке сейчас я не вижу. Поэтому погнали его делать обзор и расскажу про его фишечки. И это Vision. Итак, как скачать нам Vision? Все просто. Переходите по ссылочке в описании, плюс закрепленный комментарий я для вас оставил, и попадаете сюда. На сайт браузер Vision. И это анти-детект браузер для мультиаккаунтинга и арбитраж трафика. Его можно скачать как на iOS, так и на Windows, и так и на другие, к примеру, операционные системы, как Linux. После того, как вы скачали, вы попадаете сразу же вот в такую область. У вас будет, естественно, пусто, потому что персонально у вас ничего не настроено, ничего не используется, и вам, естественно, нужно будет занести аккаунты, которые вы будете пользоваться, либо там прокси добавить, все остальное, либо создать, естественно, профили для того, чтобы использовать его по максимуму. Итак, давай немножко разберем, что вообще есть. Во-первых, вкладочка браузеры, да, вы попадаете сразу же, у вас будет персональная вкладочка, вы сможете создать либо в персональной вкладке для себя отдельно профили, которые вам нужны под любой источник трафика, либо под любой формат, который вы будете использовать, либо уже использовать командные профили, которые вы также можете создать сами, либо с вами кто-то поделится и пригласит вас в команду, тем самым вам нужно будет просто принять на примере, либо пригласить самому, кнопочкой пригласить. Дальше, у нас есть браузеры. Что это значит? Да? То есть наши профили. В этих профилях мы заходим в ту или иную систему, да, то есть, допустим, я для Facebook использую отдельные профили и для YouTube использую отдельные профили. Когда я занимался YouTube, я сюда заносил все данные, регистрировал отдельный профиль и каждый аккаунт подключал. То же самое по Facebook, заводим лички, отдельно подключаем King и, к примеру, работаем уже через King. Как его подключить, как его сделать? Давай разберем дальше, посмотрим. У нас есть, во-первых, здесь кнопочка «Создать профайл», но помимо этого есть еще дополнительные здесь профили, такие как прокси, прокинуть определенные прокси, которые нам нужны будут, да, то есть все прокси, которые у вас есть, вы можете загружать и подвязывать к определенному профилю, либо ко всем профилям, если у вас есть такая возможность со сменой IP. Теги дополнительные, то есть я помечаю у себя рекламу, либо там бан, не бан, ждет и так далее, то есть информацию. Также статусы можете добавить, создать отдельно, и экстра, это дополнительные настройки, там расширения какие-то установить для себя в самом браузере и выставить так, чтобы вам было удобнее. То есть закладочки какие-то дополнительные и так далее. Поехали создавать, наверное, наш первый профиль. Для этого нам нужно создать профиль, нажать и вписываем сюда наше имя. К примеру, я напишу тест. Дальше, если вам нужен статус, прокидываете статус. Если его нету, можно прокинуть его позже. То есть это не проблема, естественно. Добавляете теги, которые вам нужны. И если нужны, опять же, это все можно будет сделать позже. Дальше, естественно, у нас идет Chrome, либо Firefox. Мы используем Chrome. Дальше оставляйте для себя тот момент о том, что если вы находитесь на Mac, то используйте macOS. Если на Windows, то используйте Windows. Старайтесь не перестраиваться, допустим, у вас Windows на macOS или с macOS на Windows. Можно, но нежелательно. Дальше используйте либо с прокси, либо без. Добавляете файлы
сюда обычно как добавляют какие файлы. Вы когда скачиваете какие-то определенные файлы, допустим, аккаунты под Facebook, решили себе скачать, и вам целую папочку файлов скидывают. Для этого просто скопируете все то, что там есть, и загружаете сюда. Либо выбираете отдельно файл, он автоматически подтягивает и добавляет вам аккаунты. Ничего сложного нету. Также можно сделать для себя дополнительную заметку какую-то определенную. К примеру, я люблю сюда подкидывать там доступы в почту, чтобы не потерять, да, то есть аккаунт есть у меня в Facebook, и мне нужен, допустим, доступ к почте. Я сюда его подкидываю, доступ к самому аккаунту, то есть всю информацию для себя сюда закидываю, для того, чтобы мне было удобнее и она не потерялась. Где-то искать не в папках, оно уже здесь все загружено. Для меня это проще. Есть еще дополнительные настройки, если мы раскроем, и тут уже видны дальше юзер-агенты. То есть мы уже настраиваем сам отпечаток, для того, чтобы нас не отследили. Можно настроить вручную, если вам определенно это нужно. Я, по сути, здесь не заморачиваюсь. Я просто делаю, к примеру, новый отпечаток, либо сгенерировать автоматически с помощью нейросети, и он автоматически сгенерирует его. Дальше просто нажимаю «Создать профайл». И тем самым у меня вот тестовый профайл создан. Как добавить мне прокси? К примеру, я нажимаю «Добавить прокси», выбираю из списка тех прокси, которые у меня есть, к примеру, либо я хочу добавить собственные прокси. Сюда я пишу себе название, сюда закидываю ссылочку с проксей, которые мне выдают, когда я их покупаю. Все. Если есть ссылка для обновления, мы дополнительно сюда еще закидываем ссылку для обновления. Нажимаем «Сохранить». Когда сохраняем, у нас он появляется в прокси отдельно, и мы его уже выбираем, который нам удобен. То есть для того, чтобы использовать. Дальше нажимаем плюсик, сюда выбрать прокси. Я, к примеру, выбираю это и нажимаю «Сохранить». Все, теперь буду заходить с гео Украины под прокси Украины. И, естественно, браузер у меня будет это все отмечать. Дальше, если мне нужны какие-то дополнительные теги, я, к примеру, поставлю о том, что он ждет у меня проверки. Сохраняю. Все, у меня все готово и, естественно, заметки. Как видите, там FB логин, все остальное у меня здесь уже автоматически прокидано. Я показывать не буду палить. Но суть в этом вам ясна будет. Почему я использую Vision? Потому что все отпечатки, которые делаются здесь у нас, реальные. И их очень тяжело пробить будет всем проверочкам. И Антик отрабатывает на ура. Все просто. Все взято с реальных машин. Во-вторых, когда ты работаешь с Vision, то скорость самой обработки у нас идет в разы, естественно, лучше и профитней. Почему? Потому что за все время, которое было, к примеру, за 2024 год, аптайм у Vision всего лишь был 8 минут. 8 минут за весь год, а в 2005 это около 20 минут вышло. Это немного по сравнению с другими антидетект браузерами, поэтому для себя делайте выводы сами. В-третьих, есть у нас возможность шифрования прокси. Такого я тоже мало где видел. Ну а если быть точным, такого нигде нету в других антиках. И даже если прокси у вас не открываются в определенном гео с помощью антика, они будут работать и открываться. И, естественно, те прокси, которые не работают, у вас заработают. Потому что это новая фишка, именно поддержка UDP, так называемая, да, которая имеет шифрование прокси. Самый оптимальный вариант по работе с командой. Открывать отдельные доступы для каждого человека, то есть именно создавать команду вам намного будет проще. Вы можете как создать отдельную свою команду, так и, к примеру, пригласить людей, дать им позиции определенные, отображаемое имя, там какая позиция нужна, открыть определенные доступы, которые нужны, открыть определенные папки, чтобы не лазили люди. Не во всех антиках такое реализовано, и если вы работаете именно как команда, то для вас это будет лучшее, естественно, решение. Для тех, кто работал с другими трекерами, допустим, таким как Dolphin Anti, то без проблем переехать на этот трекер будет буквально одним касанием. Тут можно просто зайти, нажать одну кнопочку и переехать на этот трекер, то есть проблем нету никаких с интеграциями, ничего не потеряется и все будет работать как часы. Суппорт, естественно, у нас отвечает каждые 2 минуты, поэтому поддержка моментальная, быстрая. И, наверное, это единственный антик, в котором я видел, что если зайти, к примеру, в Facebook Library, можно скачать просто креативы с Facebook одним касанием. Так что функционал для антидетект браузера не ограничен, возможности поработать есть большие. Для кого он нужен, я, естественно, рекомендую использовать Vision, переходить на лучший анти, который есть сейчас на рынке. Ссылочку я на него, естественно, оставлю в описании. И для вас будет бонус от меня. Это 20% скидка на покупку, используя промокод ЛЕТО. Если вам это видео понравилось, ждете еще больше, то прожмите лайк, пожалуйста, подпишитесь на канал, залетайте в ТГ, я там показываю, как заливать все-таки в Facebook и получать хорошие результаты. С вами был Дима Лето, спасибо и пока.